Сегодня мы раскроем 3 истории, которые меняют все, что ты знал о жизни, смерти и происхождении человека. Во-первых, мы погрузимся в самую темную тайну, описанную Еленой Блаватской, что если человечество могло быть создано не Богом, а древними существами, изгнанными с небес. Затем мы рассмотрим научный взгляд на смерть, если Эйнштейн был прав, и смерть вовсе не конец, а смена угла наблюдения. А в финале шокирующий опыт доктора Мэри Нил, хирурга, которая умерла и вернулась с воспоминаниями о рае вне времени и вне тела. Это не фантастика. Это то, что скрывали. И если ты готов услышать то, чего боится даже наука, смотри до конца. Когда Елена Петровна Блаватская впервые опубликовала свою легендарную «Тайную доктрину», мир еще не был готов принять ее ошеломляющее откровение. Уже тогда ее слова вызвали ожесточенные дискуссии, яростные нападки церкви и недоверие официальной науке. Спустя более века тайны, которые раскрывала эта удивительная женщина, продолжают пугать тех, кто боится разрушения привычного мира и удобных догм. В этом видео мы отправимся в захватывающее путешествие по тайным знаниям, которое раскрыла миру Елена Блаватская, философ, мистик и основательница теософского общества. Ее знаменитая «Тайная доктрина» хранит в себе страшные и шокирующие секреты, способные полностью изменить наше представление о происхождении и предназначении человека. Древние генетические коды, тайные эксперименты, контакты с внеземными цивилизациями и загадочные исчезнувшие континенты — все это не просто выдумка, а запретная правда, тщательно скрываемая веками религиозными институтами и тайными обществами. Почему эти знания так сильно пугают церковь и официальную науку? И какую цену придется заплатить человечеству, когда оно наконец узнает свою истинную историю? Приготовьтесь узнать самую мрачную тайну божественного творения, после которой ваш взгляд на мир уже никогда не будет прежним. Блок 1. Запретная правда Елены Блаватской. Когда Елена Петровна Блаватская впервые опубликовала свою легендарную «Тайную доктрину», мир еще не был готов принять ее ошеломляющее откровение. Уже тогда ее слова вызвали ожесточенные дискуссии, яростные нападки церкви и недоверие официальной науке. Спустя более века тайны, которые раскрывала эта удивительная женщина, продолжают пугать тех, кто боится разрушения привычного мира и удобных догм. Елена Блаватская, мистик и философ, была основательницей теософского общества, организации, поставившей целью поиск истины за пределами традиционных религий и общественных представлений. Ее работы стали первым шагом на пути к раскрытию того, что официальная история человечества скрывает много больше, чем открывает. Несмотря на многочисленные попытки дискредитировать и замолчать ее откровения, именно «Тайная доктрина» открыла людям глаза на существование иного, гораздо более мрачного и загадочного прошлого, нежели то, которое нам преподносит церковь и официальная наука. Блаватская утверждала, что истинное происхождение человечества совершенно отличается от того, что мы привыкли считать правдой. Согласно ее исследованиям, люди — это вовсе не творение единого любящего Бога, а результат сложнейшего космического эксперимента, проведенного существами, некогда изгнанными с небес, которых древние тексты называют «падшими ангелами». Этот эксперимент, как утверждала Блаватская, был не только генетическим, но и духовным. Он ставил целью создание особого вида разумных существ, способных соединить в себе физическое и духовное начало. В своем труде она подробно описывает древние цивилизации и их обитателей, которые когда-то населяли Землю задолго до официально признанных исторических эпох. Среди них были такие легендарные континенты, как Атлантида и Лемурия, чьи остатки до сих пор скрывают от глаз широкой общественности тайные общества и церковные институты. По словам Блаватской, Атлантида была далеко не мифом, а развитой цивилизацией, уничтоженной глобальной катастрофой, которая стала прямым следствием чрезмерного вмешательства тех самых падших ангелов в ход человеческой истории.
Эти существа, описанные Блаватской как высокоразвитые космические создания, обладали такими знаниями и способностями, что человечество ошибочно приняло их за богов. Они вмешивались в ход земной эволюции, изменяя генетический код первых людей и создавая различные расы, которые позднее стали основой для существующих ныне цивилизаций. Именно поэтому древние тексты всех культур мира сохранили воспоминания о божественных существах, спустившихся с небес и подаривших человечеству огонь знаний. Однако, как подчеркивала Блаватская, эта помощь имела и темную сторону. Человечество оказалось втянутым в конфликт гораздо более древний и масштабный, чем оно способно было представить. Согласно ее тайной доктрине, эти существа были изгнаны с небес за то, что нарушили космический закон о невмешательстве и попытались создать собственную цивилизацию, используя Землю как экспериментальную площадку. Это было прямым вызовом высшим космическим силам, которые наложили запрет на подобные эксперименты, и именно этот древний конфликт породил глубокие противоречия, пронизывающие всю человеческую историю. Церковь и религиозные институты всегда стремились скрыть подобную информацию, поскольку она угрожает самой основе веры в любящего и единого Бога-Творца. Именно поэтому, как утверждала Блаватская, многочисленные древние тексты и артефакты, подтверждающие ее слова, были тщательно скрыты в тайных архивах Ватикана и других влиятельных институций. Сотни свидетельств о древних цивилизациях, генетических экспериментах и контактах с космическими существами до сих пор хранятся под грифом секретности, и доступ к ним имеют лишь единицы избранных. Сегодня, благодаря публикациям и исследованиям, вдохновленным работами Блаватской, все больше независимых ученых, историков и философов начинают открыто признавать правдивость ее откровений. Современные открытия в области генетики, археологии и даже исследований НЛО подтверждают ее самые смелые предположения. Древние структуры, затопленные города, необъяснимые технологии и странные артефакты, обнаруженные по всему миру, все громче заставляют задуматься о том, что история, которой нас учили, всего лишь удобная иллюзия, скрывающая более страшную и захватывающую правду. Однако наиболее пугающей является не сама эта правда, а то, насколько упорно официальная наука и религиозные институты стремятся ее скрывать. Даже сегодня любая попытка открыто заговорить о реальности экспериментов древних существ, падших ангелов и скрытых цивилизаций встречает яростное сопротивление тех, кто заинтересован в сохранении старых догм. Они боятся того, что произойдет, если человечество наконец осознает свое истинное происхождение и освободится от духовных оков, наложенных тысячелетия назад. Таким образом, раскрытие запретной правды, изложенной в тайной доктрине Блаватской, становится не просто сенсацией, а духовной революцией, способной навсегда изменить взгляд человечества на себя и мир вокруг. Люди начинают осознавать, что настоящая история гораздо сложнее, мрачнее и интереснее, чем любая религия или наука могла себе представить. И теперь, когда запретные знания начинают выходить наружу, у человечества впервые появляется шанс полностью понять свою истинную природу и, наконец, сделать выбор, который определит его дальнейшую судьбу. Блок 2. Эксперимент древних существ. Одним из самых шокирующих открытий Елены Блаватской стало разоблачение древних существ, которых она называла падшими ангелами, стоявших за созданием самого человечества. Эти существа, обладая огромными знаниями и невероятными возможностями, были изгнаны из высших космических сфер за нарушение одного из главных законов Вселенной — закона невмешательства. Их преступление заключалось в том, что они решили создать собственную цивилизацию, используя Землю как лабораторию для своих генетических и духовных экспериментов. Согласно тайной доктрине, эти ангелоподобные сущности прибыли на Землю совершенно четкой и продуманной целью — создать гибридное существо, обладающее физической формой и способное вместить в себя их космическое сознание.
Для этой задачи они использовали генетический материал как земных существ, так и собственную уникальную ДНК, создав тем самым первых представителей человечества. Эти ранние гибридные существа значительно отличались от нынешнего человека, так как имели доступ к огромному количеству древних знаний и обладали способностью напрямую общаться с космосом. Эксперимент падших ангелов проходил на протяжении тысячелетий и включал создание множества рас и цивилизаций, среди которых выделялись легендарные жители Атлантиды и Лемурии. Эти две высокоразвитые цивилизации достигли таких вершин технического и духовного развития, что их уровень во много раз превосходил то, что известно современной науке. Жители Атлантиды и Лемурии использовали знания, переданные им падшими ангелами, для управления природными силами, создания энергетических устройств и даже контактов с другими мирами и измерениями. Однако, как утверждала Блаватская, именно это невероятное могущество стало причиной их гибели. Используя свои силы, они перешли границу, после которой их цивилизации были уничтожены глобальными катаклизмами, затопившими целые континенты. Эти катастрофы были не случайны, по словам Блаватской, они стали следствием вмешательства высших космических сил, решивших остановить эксперимент падших ангелов, вышедший из-под контроля. Но человечество не было полностью уничтожено, выжившие представители древних цивилизаций расселились по всему миру, неся с собой осколки утраченных знаний. Со временем эти знания были скрыты в тайных обществах и мистических традициях, о которых сегодня мало известно широкой публике. Именно эти тайные общества, по утверждению Блаватской, продолжают хранить и использовать знания падших ангелов, тщательно скрывая их от основной части человечества. Одной из наиболее интригующих деталей, описанных в тайной доктрине, является наличие в человеческой ДНК фрагментов, которые не могут быть объяснены современной наукой. Эти древние генетические маркеры, как утверждает Блаватская, являются прямым доказательством инопланетного происхождения части нашей генетической структуры. В последние годы ученые все чаще обнаруживают в человеческом геноме следы древних, неизвестных предков, подтверждая тем самым слова Великой Теософки о гибридном происхождении человечества. Не менее загадочной частью наследия древних цивилизаций является информация о контактах с внеземными цивилизациями, которые поддерживали связь с первыми людьми, помогая им развиваться и адаптироваться к земным условиям. В различных древних культурах сохранились многочисленные изображения и тексты, описывающие существ, спускающихся с небес на огненных колесницах, передающих человечеству тайные знания. Эти тексты подтверждают слова Блаватской о том, что древние расы людей напрямую контактировали с существами из иных миров, которые сыграли ключевую роль в истории нашей планеты. Еще одна шокирующая правда, изложенная в ее трудах, заключается в том, что эти «боги», спускавшиеся с небес, не были едины в своих намерениях. Некоторые из них пытались использовать человечество для своих целей, вступая в конфликты друг с другом, что породило в древних легендах сюжеты о войнах богов и глобальных катастрофах, изменивших облик планеты. Эти события, хотя и описаны как мифы, на самом деле могли быть реальными историческими фактами, тщательно скрытыми от общественности. Современные археологические находки подтверждают, что на нашей планете существовали цивилизации, технологически и духовно превосходящие современные. В различных уголках мира, от Египта до Южной Америки, ученые находят следы сооружений и артефактов, происхождение которых невозможно объяснить традиционными методами. Эти открытия лишь подтверждают слова Блаватской о том, что древняя история человечества гораздо более загадочна и необычна, чем принято считать в официальной науке. Все это ставит перед человечеством крайне неудобные вопросы. Почему правда о нашем происхождении столь тщательно скрывается? Почему информация о древних контактах с высшими существами хранится в строжайшей тайне? Почему религиозные институты и тайные общества не хотят, чтобы люди узнали правду о том, кто и зачем создал человечество?
Ответ, который предлагает Блаватская, прост и одновременно пугает. Знание истины способно полностью разрушить привычную структуру власти, основанную на контроле через религию и идеологию. Осознание своего реального происхождения освободит человечество от духовного рабства, позволив людям, наконец, взять судьбу в собственные руки. Однако именно этого и боятся те, кто веками скрывал правду, потому что потеря контроля над сознанием людей означает потерю их собственной власти. Таким образом, эксперимент древних существ над человечеством не завершен и сегодня. Он продолжается уже на другом уровне, скрытый за завесой лжи и манипуляций. Но благодаря откровениям Елены Блаватской у человечества наконец появляется шанс осознать свое истинное происхождение и освободиться от навязанных догм и страхов, шагнув в новую эру духовного и интеллектуального развития. Блок 3. Космические силы и тайные общества. Раскрывая глубочайшие тайны человечества в своей знаменитой «Тайной доктрине», Елена Блаватская утверждала, что космические силы, влияющие на историю нашей планеты, не исчезли после того, как первые эксперименты над человечеством завершились древними катастрофами. Эти силы продолжают действовать незаметно, скрываясь под завесой секретности, тщательно охраняемой тайными обществами и религиозными институтами. Блаватская подробно описывает, как высшие существа, с которыми контактировали древние цивилизации, оставили на Земле своих представителей, способных влиять на ход истории и сознания миллионов людей. Эти загадочные фигуры действуют через тайные ордены и закрытые общества, обладающие знаниями, недоступными простым смертным. Согласно Блаватской, именно они являются настоящими кукловодами мировой истории, определяющими развитие цивилизаций, возникновение войн, религиозных конфликтов и даже глобальных кризисов. Их цель проста и одновременно устрашающая — сохранить человечество в неведении относительно истинной природы своего происхождения, потому что лишь так возможно продолжать управлять миллиардами людей через навязанные догмы и ложные представления. Среди таких обществ Елена Блаватская особо выделяла те, чьи корни уходят глубоко в историю, например, древних наследников знаний Атлантиды и Египта, обладающих доступом к технологиям и духовным практикам, неизвестным обычным людям. Она утверждала, что некоторые из этих тайных орденов напрямую связаны с инопланетными цивилизациями, периодически посещающими Землю и передающими новые знания, способные изменить ход истории. Эти инопланетные контакты, по ее словам, происходили на протяжении всей истории человечества и продолжаются по сей день, хотя и в максимально секретной форме, скрытой от внимания общества. В своих исследованиях Блаватская приводила примеры, подтверждающие регулярное посещение Земли внеземными существами, которые древние тексты и рисунки описывают как «богов», спускающихся с небес на огненных колесницах. Эти существа передавали избранным людям технологии, знания о строении Вселенной и секреты энергетических практик, способных изменить сознание и даже физическую реальность. Именно эти знания, переданные из рук в руки в тайных обществах, составляют основу скрытой истории, тщательно защищаемой от простых людей. Эти организации и их руководители не просто скрывают древние знания, они активно используют их для усиления собственного влияния и контроля над глобальными процессами. Блаватская открыто утверждала, что такие события, как войны, экономические кризисы и религиозные столкновения, в значительной степени управляются именно представителями тайных орденов, для которых хаос и разделение общества являются важными инструментами управления. Эта страшная истина ставит под сомнение все представления человечества о свободе воли, заставляя задуматься о том, насколько наши решения и поступки действительно принадлежат нам самим. Помимо управления событиями на Земле, тайные общества также контролируют и духовные учения, тщательно отбирая то, что разрешено знать простым людям.
Блаватская описывала, как многочисленные древние тексты и рукописи, содержащие важнейшие сведения о происхождении человечества и истории Вселенной, хранятся под грифом строжайшей секретности в тайных хранилищах Ватикана и других влиятельных институций. Цель такого сокрытия очевидна: если человечество узнает правду о своем реальном происхождении и возможностях, это полностью разрушит существующую систему духовного и социального контроля, построенную на страхе и незнании. Сегодня все больше исследователей начинают подтверждать правдивость ее слов, раскрывая информацию о существовании целых библиотек запрещенных знаний, хранящихся под Ватиканом, в тайных архивах британской короны и у представителей самых влиятельных орденов мира. Эти архивы содержат описание технологий, способных полностью изменить понимание человечеством законов физики, энергии и сознания. Неудивительно, что любые попытки получить доступ к этим знаниям немедленно блокируются властными структурами и религиозными институтами, прекрасно понимающими, какой эффект может иметь публичное раскрытие подобной информации. Но почему именно сейчас мир начинает узнавать эти тайны? Почему информация, скрываемая тысячелетиями, все чаще становится доступной широкой публике? Ответ прост. Как утверждала Блаватская, человечество подошло к новому этапу своей эволюции, когда дальнейшее развитие невозможно без осознания истинной истории своего происхождения и понимания того, кто управляет реальными процессами на планете. Эти знания, несмотря на свою опасность и способность разрушить привычный миропорядок, несут в себе мощный потенциал для духовного и интеллектуального пробуждения человечества. Люди, наконец осознавшие, что их история, религия и даже культура были искусственно созданы и контролируются извне, смогут вернуть себе утраченную свободу, восстановить связь с древними космическими силами и самостоятельно определить свое будущее. Но прежде чем это произойдет, человечеству придется столкнуться с серьезным духовным кризисом и осознать, что мир, в котором оно живет, является результатом тщательно продуманного эксперимента древних существ, продолжающих влиять на нас до сих пор. Таким образом, раскрытие тайных знаний Елены Блаватской становится не просто революцией в истории и духовности, это возможность полностью пересмотреть роль человека во Вселенной, освободиться от духовных и интеллектуальных ограничений и открыть совершенно новый мир, в котором каждый сможет реализовать свой истинный потенциал. Именно это и пугает те силы, которые веками управляли человечеством, заставляя их бороться с правдой любой ценой. Но, как показывает история, истина всегда находит путь наружу, и сейчас именно тот момент, когда человечество должно быть готово принять ее, несмотря на всю ее мрачность и сложность. Блок 4. Последствия раскрытия тайны. Сегодня мы живем в эпоху, когда информация, скрываемая веками, наконец начинает выходить на поверхность, бросая вызов устоявшимся догмам и традициям. Раскрытие знаний, изложенных Еленой Блаватской в ее «Тайной доктрине», уже оказывает глубокое воздействие на современную культуру и общественное сознание. Эти откровения вынуждают миллионы людей переосмыслить не только свою историю, но и саму суть духовности, религии и человеческой жизни. Однако такое глобальное духовное пробуждение неизбежно сопровождается мощным сопротивлением со стороны традиционных институтов власти и религии. Ватикан и другие крупные религиозные организации продолжают предпринимать активные попытки дискредитировать или скрыть любую информацию, которая ставит под сомнение привычную картину мира. Их страх перед раскрытием запретных знаний понятен. Под угрозой оказывается фундаментальная система духовного контроля, существующая тысячи лет и удерживающая власть над миллиардами людей. Более того, появление подобных знаний способно привести к глубочайшему кризису веры, поскольку многие традиционные религиозные учения потеряют свою основу. Люди впервые в истории могут осознать, что источником их верований и культурных норм являлись не только духовные лидеры или пророки, но и существа с совершенно другими, далекими от человеческих целями и намерениями. Это новое осознание может привести к массовым изменениям в восприятии людьми своей роли во Вселенной,
а также к полному отказу от привычных систем убеждений и догм, заменив их более глубоким пониманием космических законов и собственной природы. Раскрытие древних знаний также поставит человечество перед серьезной моральной дилеммой, как использовать открывшиеся тайны и технологии, способные кардинально изменить цивилизацию. Ведь эти знания, если попадут в руки неподготовленных или злонамеренных людей, могут принести не только благо, но и глобальную катастрофу. Блаватская предупреждала, что именно эти тайны когда-то стали причиной падения Атлантиды и других великих цивилизаций, оказавшихся не готовыми к столь высоким духовным и технологическим возможностям. С другой стороны, эти откровения дают уникальную возможность для истинного духовного и культурного возрождения человечества. Зная правду о своем происхождении, люди смогут освободиться от страха, навязанного религиозными и общественными институтами, и по-настоящему раскрыть потенциал своего сознания и духа. Новая эра, предсказанная Блаватской, станет временем объединения народов, понимания глубинных связей между всеми живыми существами и осознания человечеством своей роли как части единой космической семьи. Сегодня у каждого из нас есть возможность принять участие в этом великом переходе от тьмы невежества к свету знания. Осознав истинную историю своего происхождения, мы не только вернем себе свободу, но и сможем самостоятельно решать судьбу нашего вида, избегая ошибок прошлого и создавая будущее, достойное истинного предназначения человечества. Но для этого необходимо не бояться правды, какой бы страшной и неудобной она ни была, и быть готовыми изменить свое восприятие мира раз и навсегда. Таким образом, тайные знания, раскрытые Еленой Блаватской, становятся не просто сенсацией, а ключом к реальному духовному освобождению, способным навсегда изменить лицо нашего мира и судьбу всего человечества. Впервые о существовании письма Мессинга стало известно в 1991 году. Сотрудник архивного отдела одной из московских спецслужб рассказал об этом на условиях полной анонимности. Он утверждал, что документ хранился в запечатанном конверте с маркировкой «Особо важное, не вскрывать без приказа сверху». Конверт был без обратного адреса, но почерк на нем совпадал с тем, что исследователи давно приписывали Вольфу Мессингу. На обороте странная надпись, выведенная карандашом. «Прочти и забудь». Или «Вспомни, но не говори. Точка». Внутри находился один лист бумаги, пожелтевший, но хорошо сохранившийся. Рукописный текст занимал почти всю страницу, написан аккуратно, будто продиктован. Подпись стояла внизу, в М1968. Эта дата совпадает с последним публичным выступлением Мессинга, после которого он почти полностью ушел в тень. Письмо не предназначалось для широкой публики, в этом не было сомнений. Оно было адресовано тому, кто однажды увидит слишком много. Исследователи, до которых дошла копия письма, утверждали, что при прочтении текста происходило нечто странное. Некоторые начинали задыхаться. У других резко падало давление. Один из них, психолог по образованию, описал это так. Ты читаешь, а потом понимаешь, что в комнате стало тесно. Как будто рядом с тобой стало что-то еще, чего не было раньше. Точка. Официально документ никогда не публиковался. Он не числился ни в архивах КГБ, ни в личном фонде Мессинга. Именно поэтому его существование долго считалось мифом. Но один из студентов философского факультета, который практиковал работу с архивами спецхрана, сфотографировал страницу тайком. Качество снимка было плохим, но содержание оказалось читаемым. С этого момента текст начал циркулировать по эзотерическим кругам. Однако каждый, кто пытался его опубликовать полностью, сталкивался с проблемами. Сайт блокировался. Материалы исчезали.
В одном случае у человека сгорел жесткий диск, причем исключительно тот раздел, где лежал отсканированный файл. Другой редактор внезапно сменил номер, удалил все мессенджеры и уехал из страны. Письмо, казалось, не желало быть обнародованным. На вопрос, почему исследователи отвечали по-разному. Одни считали, что дело в энергетике текста. Другие, что в нем содержится знание, которое может изменить саму природу восприятия. Но все сходились в одном. Этот текст — не просто наблюдение, не просто размышление. Это сообщение из-за грани. Мессинг не был обычным ясновидцем. Он не угадывал, он видел, говорил сам. И порой видел то, что не хотел показывать даже себе. По рассказам близких, последние годы жизни он часто говорил сам с собой. Порой шепотом. Порой на каком-то странном языке, который не узнавал никто. Он утверждал, что ночью они приходят. Кто не объяснял. Однажды сказал, они не из прошлого и не из будущего. Они из того, что между точка. Само письмо начинается с фразы, которая с тех пор стала почти легендарной. Если ты читаешь это, значит, ты уже умер хотя бы однажды. Точка. После этой строчки многие прекращали читать дальше. Те, кто дочитывали, утверждали, что ощущение реальности вокруг начинало распадаться. Часы переставали тикать. Тени начинали двигаться с задержкой. Некоторые чувствовали, будто их кто-то смотрит через бумагу. Как будто текст сам оценивал читателя. «Как экзамен без вопросов», — сказал один из тех, кто рискнул. В середине письма Мессинг якобы описывает то, что находится за тем, что мы называем смертью. Он пишет об этом с холодной ясностью. Без пафоса. Без мистики. Он называет это растворением. Не души, а восприятия. Он говорит, я увидел не тоннель. Я увидел слой. Точка. Этот слой, по его словам, не место, а состояние, в которое мы попадаем в момент, когда тело сдает. Но это не пустота. Мессинг пишет. Сознание не гаснет. Оно распаковывается. Точка. Как будто снимаются ограничения. Он описывает, что сразу после смерти мозг еще кричит, а душа уже слушает. Эта фраза повторяется дважды. Почти как мантра. Он описывает, как слышал голоса, не человеческие, не личные. Голоса, сделанные из смыслов, а не из звуков. Голоса, которые не говорили ему, а вспоминали его вместе с ним. Это письмо читали психологи, эзотерики, нейрофизиологи. Никто не смог дать однозначного ответа, фантазия это, бред или опыт. Но каждый, кто его читал, отмечал, текст врезается внутрь. Он не оставляет тебя прежним. Не рассказывает, вспоминает вместо тебя. И в этом самая страшная сила. Физически — это просто лист бумаги. Информационно — это воронка. И чем глубже ты в нее смотришь, тем дальше от себя уходишь. Я долго думал, стоит ли это записывать. И понял, не стоит. Но написал все равно. Так начинается середина письма. На этих строках автор уже не объясняет, он просто говорит. Словно забыв, что кто-то будет это читать. Когда я впервые умер, я не понял этого сразу. Это не было ни сном, ни светом в конце тоннеля. Это было отключение сцены. Точка. Он описывает, как в какой-то момент ощущение «я» перестало быть центром. Оно стало наблюдением, которое никуда не было направлено. Как будто ты не точка, а окружность. Точка. Он не говорит, где это было. Он не говорит, сколько длилось. Он пишет, время — это шутка,
которую шепчут живым. Мессинг утверждает, что за гранью физического восприятия нет ни формы, ни образа, но есть чистое знание, которое тебя не принимает, а просто существует рядом. Он называет это видением без формы. И дальше самая странная часть. Он пишет: после смерти ты не видишь мертвых. Ты видишь то, что они оставили. Он объясняет, что каждая душа как бы врезается в ткань реальности, оставляя отпечаток. Этот отпечаток нельзя увидеть глазами, но он ощущается, как присутствие, как давление в воздухе. Ты не один, но и ни с кем. Далее он описывает слои. Это слово он повторяет несколько раз, как будто другого подходящего нет. Ты проходишь не вверх и не вниз. Ты проходишь вширь. Многие думали, что он говорит о реинкарнации. Но он сам отрицает это в письме. Ты не переселяешься. Ты растворяешься в точках себя. Он говорит, что видел множество версий себя. Некоторые страшные, некоторые счастливые, некоторые чужие, но все равно узнаваемые. И в каждом из этих состояний он чувствовал одно: «Я здесь не впервые». Эта мысль его не пугала. Он утверждает, что страх смерти — инстинкт тела, а не души. Что душа не может бояться того, что уже происходило. Он пишет: тело боится конца. Душа боится возвращения. Затем он описывает тот момент, когда понял, что не может вернуться полностью. Что после того остается открытая дверь в себе. И что однажды она сама начнет дышать. Он пишет, что после первой смерти начал слышать людей до того, как они начинали говорить. Что видел события на 2 шага раньше. Но не мог ничего изменить, потому что это уже было. Он сравнивает состояние там с картиной, в которую ты входишь, и где ты, сразу вся сцена, но без актеров. Ты и свет. Ты и зритель. Но самое важное, он пишет, что там нет Бога, в привычном смысле. Он говорит: «Я не видел фигуру. Я почувствовал закон, и в этом было больше ужаса, чем утешения. Он называет это нейтральным дыханием всего. И говорит: тебя не судят. Тебя просто видят. И не вмешиваются. Это был момент, когда, по его словам, он понял: ты — это не тот, кто жил. Ты — это тот, кто помнит, что жил. И вот здесь начинается то, что исследователи называют психологическим сдвигом письма. Текст становится менее структурированным. Строки начинают повторяться. Например, «Они знают. Они знают. Они знают, кто идет. И ты тоже знал, просто забыл. Теперь вспомнил. Он описывает встречу. С кем — не уточняет. Но называет это собеседником, сделанным из звука. Он говорит, что этот голос не принадлежит никому. Но его слышат только те, кто уже начал выходить. И что именно этот голос зовет по имени в момент перед смертью. Эти строки вызывают тревогу даже у самых скептичных читателей. Потому что он пишет: «Ты слышал его уже. Просто не вспомнил. Финал этой части письма сбивает дыхание. Он говорит: «Я не умер. Я просто не вернулся. И ставит точку. Никто не знает, когда именно Мессинг написал это письмо. На листе указана дата — 1968 год. Но почерк, тон, стиль — все указывает на гораздо более поздний период. По словам архивистов, в его личных бумагах до конца 70-х появляются фразы, совпадающие с формулировками из письма.
Фраза «смерть» — это не точка, это смена функции, повторяется трижды в разных записях. Однажды он даже записал: «Это письмо еще рано читать». Но рано для кого? Для читателя? Или для самой эпохи? Есть версия, что Мессинг передал письмо лично одному из сотрудников КГБ. Его звали Николай Сергеевич М. И спустя 2 года после этой встречи он исчез. Официальная версия — ушел в монастырь. Но следов его больше никто не видел. Его семья получила телеграмму: «Я ухожу туда, где все уже было точка». Считается, что именно этот человек впервые показал письмо специалистам. После этого документ немедленно засекретили. И дали ему кодовое имя — «Матрица-9». Это не шутка. Есть референции в некоторых закрытых архивах под этим кодом. Но доступ к ним невозможен. Почему власти испугались этого текста? Что может сделать страница бумаги с почерком старика? Ответ — не в содержании, а в результате. Среди тех, кто читал письмо, было несколько психологов, 2 военных и 1 физик. Все 3 исчезли из публичного поля в течение 2 лет. Кто-то уехал, кто-то перестал выходить на связь. Один из них, Александр Т., оставил перед уходом записку. Всего 3 слова. «Я увидел формулу. Точка». До сих пор никто не знает, о чем шла речь. Но есть предположение, что Мессинг в письме описал не только опыт смерти, но и структуру перехода между слоями сознания. Что это значит? Если представить, что сознание — это система с частотами, то уход — это просто настройка на другую волну. Тот, кто может в это состояние входить, не умирает. Он начинает перемещаться между жизнями. Мессинг упоминает это в одной из фраз ближе к концу письма. Тот, кто вспомнит, не умрет. Он просто перестанет бояться двери. Точка. Именно эта строка стала причиной, по которой письмо было признано потенциально опасным. Массовая утрата страха смерти — это утрата управления. Так посчитали в органах. Тот, кто не боится смерти, перестает бояться системы. А такой человек уже вне контроля. В 1985 году в одном из институтов был проведен закрытый эксперимент. Добровольцам читали отрывки из письма под наблюдением психофизиологов. Через 12 минут у 3 из 5 испытуемых начались эпизоды дежавю, паника и ощущение выхода из тела. Эксперимент свернули. Материалы уничтожили. Официальный отчет так и не появился. Остался только слух, что один из испытуемых вышел из кабинета, подошел к зеркалу и сказал: «Меня здесь не было. Точка». Именно после этого письмо было окончательно изъято. Но, как это всегда бывает, копии уже разошлись. Одна из них — та, которую ты почти дочитал. Мессинг завершает письмо странной и страшной фразой. Она стоит в самом конце, отдельно от всего текста. Без даты. Без подписи. Если ты понял, ты уже снаружи. Не говори никому. Пусть дойдут сами. Точка. Доктор Мэри Нил никогда не была склонна к фантазиям. Она — хирург-ортопед, выпускница престижного университета, специалист, погруженный в науку и доказательства. До одного дня она не верила в загробную жизнь. Это произошло в 1999 году. Мэри отправилась в отпуск в Чили вместе с друзьями.
Они сплавлялись по горной реке на каяках. Маршрут считался технически сложным, но для опытных — безопасным. Мэри была уверена в себе, в команде, в снаряжении. Но в один момент ее каяк перевернулся на мощной водной воронке. Лодка заклинила между валунами. Она оказалась зажатой под водой лицом вниз один. По словам ее друзей, она не могла выбраться более 25 минут. Медицински, этого не может быть. Человеческий мозг теряет обратимость уже через 4-6 минут без кислорода. Но то, что произошло дальше, невозможно объяснить в рамках классической медицины. Когда ее тело вытащили из воды, оно было неподвижно. Пульса не было. Ее лицо начало синеть, кожа была бледной и холодной. Началась реанимация, автоматическая, скорее символическая. Никто не ожидал результата. Но в какой-то момент ее сердце дало слабый, неустойчивый импульс. Это было не возвращение к жизни. Это было что-то между. Никто не мог понять, почему она очнулась. Через несколько часов она начала говорить. Первое, что она произнесла: «Я не хочу быть здесь. Мне было лучше там». Все присутствующие замолчали. Врачи объясняли ее состояние гипоксией мозга. Но она говорила спокойно. Четко. С фокусом. Она не путалась в словах, не была дезориентирована. Она описывала то, что видела, пока ее считали мертвой. И эти описания не вписывались ни в одну существующую модель. Доктор Нил рассказывала о том, что не чувствовала тела. Но ощущала, что существует, и даже более ясно, чем раньше. Что она находилась в пространстве, где нет времени, но есть понимание. Она не называла это небом или раем, это не было религиозным образом. Но она знала, что там все пронизано ощущением глубокого покоя и принятия. И что ей не хотелось возвращаться. Она говорила, что встретила сущности, но не в телесной форме. Она узнавала их, хотя не видела лиц. Как будто душа узнает душу, без слов, без имен, без прошлого. Она подчеркивала, что не чувствовала страха. Что даже мысль о физической смерти не вызывала беспокойства. Она знала, что жизнь — это не то, что заканчивается, а то, что меняет состояние. Описания доктора Нил удивили даже ее коллег. Потому что ни одна деталь не соответствовала типичной клинической дезориентации. Это был связный рассказ, без сбоев и фантазий. Она не пыталась никого убедить. Она просто рассказывала, что это было реально. Даже более реально, чем физическая реальность. И это самое важное. Она подчеркивает, все было не, словно бы, а по-настоящему. Восприятие стало шире, чувства ярче, сознание цельнее. Но больше всего ее поразила ясность. Не свет, не образы, не сущности, а ощущение, что все имеет смысл. И что боль, утраты, даже смерть — тоже часть структуры. Когда ее спросили, как она оценивает свой опыт, она сказала: «Я не вернулась прежней. Я не могла. Это невозможно». После этого случая ее жизнь изменилась. Она продолжила медицинскую практику. Но перестала бояться смерти. Она не стала верующей в классическом смысле. Но она стала уверенной, что сознание не исчезает. Что за моментом смерти не пустота, а расширение восприятия. И все это сказала не актриса, не мистик, не медиум. Это сказал хирург.
Человек, который каждый день работает с человеческим телом, болью, жизнью и смертью. Она умерла. Побывала там. И вернулась, чтобы рассказать. Я не ожидала увидеть то, что увидела. Если быть точной, я вообще не ожидала, что буду. Что останется кто-то, кто сможет что-то воспринимать. Я не помню, как умерла. Я не чувствовала боли, страха, паники. Просто в какой-то момент все исчезло. Но исчезло не в смысле стерлось, а в смысле поменялся сам формат происходящего. Как будто кто-то выключил шум. Я перестала чувствовать тело. Оно будто осталось в другой комнате, за стеклом. Но сознание стало чище. Глубже. Никакого тоннеля. Никакого света в конце. Но свет был. Везде. Он не светил. Он пропитывал. И с этим светом приходило чувство. Что ты вспоминаешь, а не открываешь что-то новое. Это не похоже ни на один опыт на Земле. Потому что там не нужно думать, чтобы понять. Там понимание — это само состояние. Я знала, что я — это не только Мэри. Что я связана с чем-то большим, чем моя биография. Но я по-прежнему оставалась собой. Я чувствовала присутствие других. Не видела тел. Не слышала голосов. Но узнавала. Это было ощущение, будто я встретила тех, кого всегда знала. Хотя не могла бы назвать их имена. И каждый из них нес в себе тишину, но не пустую. А насыщенную смыслом. Пространство не имело формы. Но у него был ритм. Он напоминал дыхание, но без паузы. Я помню чувство глубокого принятия. Не потому, что я хорошая, а потому, что там не существовало причины не принимать. Все, что во мне было неправильным, оказалось просто частью большого рисунка. И этот рисунок был цельным. Я понимала, что все, что казалось ошибками, было не отклонением, а путем. Каждое чувство, каждая боль, каждое решение было вплетено. Я знала, здесь нет страха. Потому что нет потери. Все, что уходит, на самом деле меняет место. И тогда я услышала. Это не был голос. Это было намерение, переданное без слов. Оно сказало: ты должна вернуться. Я не хотела. Ни из-за боли, ни из-за страха. Я просто не хотела покидать эту ясность. Там было ощущение, что все уже случилось правильно. А возвращение — это снова путь в разделенность. Но я знала, у меня еще есть задачи там, в теле. После этого все начало растворяться. Не исчезать, а отдаляться, как туман. Я чувствовала, как возвращаюсь в границы тела. Это было неприятно. Не больно, но тесно. Словно сжимаешь безграничное в очень маленький контейнер. Первое, что я почувствовала, — это тяжесть. Мир снова стал плотным, шумным, разделенным. Но внутри меня осталась абсолютная тишина, как внутренний центр. Я не знала, как рассказать об этом. Я боялась, что мне не поверят. Но я не могла не говорить. Потому что это не история. Это опыт, который невозможно объяснить, но невозможно и забыть. Меня не интересовало, примут ли меня всерьез. Я просто знала, что смерть — это не конец. И даже не переход. Это возвращение в целостность.
После того, что я пережила, страх исчез. И осталась благодарность за каждый миг жизни здесь. Потому что теперь я знала. Это не единственное пространство. Но оно важно. И пока мы здесь, у нас есть миссия. Мы не просто живем. Мы вспоминаем, кто мы. Когда Мэри Нил начала рассказывать о своем опыте, первая реакция окружающих была не удивление, а смущение и неловкость. Многие не знали, как реагировать. Некоторые сменили тему. Другие посмеялись, как будто это была странная шутка. Так всегда происходит, когда кто-то приносит в обыденность что-то слишком большое. Мы не отвергаем, мы отводим глаза. И это говорит не о глупости, а о страхе столкнуться с незнакомым. Мы выросли в мире, где смерть — конец. Где мы боимся потерять контроль, тело, привычный ход вещей. И когда кто-то говорит «там было хорошо», мы теряем опору. Потому что если смерть — не конец, если сознание продолжается, то мы вынуждены пересмотреть все, во что верили. Это разрушает комфорт. Это требует внутренней перестройки, которая пугает больше самой смерти. Научное сообщество часто избегает таких тем. Не потому, что они неинтересны, а потому, что они не вписываются в инструментарий. То, что невозможно измерить, отбрасывается. Но сознание — это не только электрические импульсы. Это еще и опыт, и смысл, и глубина. И когда человек переживает нечто, что выходит за границы объяснимого, мы предпочитаем назвать это галлюцинацией. Так проще. Так безопаснее. Так привычнее. Но это не значит, что правда не существует. Она просто неудобна. Потому что она требует изменения картины мира. Мэри Нил не первая, кто говорил о том, что по ту сторону нет страха, что там покой и ясность. Такие истории звучат со всех концов света. От людей разных профессий, культур, возрастов. Но все они встречают один и тот же вопрос: а ты уверен, что это не иллюзия? Страх делает нас глухими. Он не дает слушать. Он хочет доказательств, но не готов к выводам. А между тем, опыт смерти может быть самым живым, что случалось с человеком. Парадокс, да. Но именно он переворачивает все. Мэри не пытается доказать. Она не называет свой опыт единственно верным. Она просто свидетельствует. Она говорит, там было настоящее. Более настоящее, чем все, что я знала до этого. И я не могла не вернуться другой точка. Почему это вызывает такую внутреннюю боль? Потому что мы чувствуем, это может быть правдой. И эта правда меняет не смерть, а жизнь. Если смерть — не конец, то как мы живем, становится главным вопросом. Не зачем, а как. Вдруг оказывается, что все, что мы откладывали на потом, может быть единственным, что имеет значение. Что любовь, честность, выбор — это не просто категории этики, а механизмы памяти, с которыми мы уйдем. Именно поэтому такие истории пугают. Потому что они зовут вспомнить. Они все готовы вспоминать. Но есть и другой взгляд. Вместо того, чтобы бояться, мы можем начать вслушиваться. Не принимать на веру. Не спорить. А просто остановиться. И задать себе вопрос: а если это правда?
Может быть, страх смерти. Это не сигнал опасности, а приглашение к новой глубине жизни. Может быть, боль. Это не ошибка системы, а переход. Мэри говорит. То, что я увидела, не сделало меня лучше. Оно сделало меня живой. И, возможно, в этом весь смысл. Не в доказательствах, а в том, чтобы начать слушать тех, кто вернулся. После того, как Мэри Нил вернулась, жизнь вокруг выглядела прежней. Но внутри все было иначе. Она не могла забыть то, что пережила. Не потому, что это было красиво, а потому, что это было настоящее. Когда ты однажды оказался вне времени, все, что раньше казалось важным, становится фоном. И ты уже не можешь вернуться в прежние роли. Мэри продолжала работать. Она снова вошла в операционную. Снова слушала жалобы, писала назначения. Но каждый человек, сидящий перед ней, уже не был пациентом. Это был свидетель того же пути, который ей уже знаком. Она говорит. Теперь я вижу за каждым страхом душу, которая просто боится забыть себя. Страх смерти уходит не сразу. Он уходит, когда ты понимаешь. Ты не тело, которое заканчивается. Ты — ни дыхание, ни имя, ни должность. Ты — присутствие, которое может быть в разных формах. И если одна из них завершилась, это не значит, что закончился ты. С тех пор она говорит об этом открыто. Не для доказательства, а чтобы кто-то, возможно, вспомнил. Потому что глубоко внутри нас уже есть знание. Оно не требует доказательств. Оно узнается. Она говорит. Я не верю в загробную жизнь. Я помню ее. И это самая точная формулировка. Жизнь, которую ты помнишь телом, но не умеешь объяснить словами. Жизнь, в которой не нужно ничего доказывать. Жизнь, где все — движение смысла. Она больше не задает вопросы, почему именно я. Она знает, что каждая боль, каждая потеря — это часть большой истории. И если ты откроешься, ты увидишь, как она складывается. С тех пор она изменила свое общение с близкими. Перестала спорить, бояться обид. Стала слушать глубже, не уши, а сердце. Она говорит. Мы все боимся уйти. Но еще больше, мы боимся жить честно, пока мы здесь. И это главный урок. Смерть не страшна. Страшно прожить мимо себя. Когда ты однажды увидел свет. Не внешний, а внутренний. Ты не можешь больше жить в полумраке. Ты не позволяешь себе больше молчать. Ты не держишь в себе чужие сценарии. Ты начинаешь говорить от себя. Мэри теперь часто говорит на публике. Она делится опытом. Но делает это не ради внимания. Она знает, что где-то среди зала сидит человек, которому нужно не услышать, а вспомнить. И для этого стоит говорить. Не для спора. Не для убеждения. А чтобы дать другому право на тихое узнавание. Потому что именно так работает память души. Она говорит. Если бы каждый человек знал, что смерть — это просто расширение, он бы начал жить прямо сейчас. Это не философия. Это не утешение. Это знание.
И оно доступно каждому. Но сначала нужно остановиться и задать себе вопрос, а что, если все, что я знаю, только половина картины? Что, если внутри меня уже есть ответы? Но я боюсь их услышать? Что, если я давно слышу зов, но делаю вид, что не слышу? Она говорит. Я вернулась не за тем, чтобы стать особенной, а за тем, чтобы жить честно. Это и есть главная точка. И, может быть, этого уже достаточно, чтобы изменить свою собственную жизнь без катастроф, без боли. Просто из осознания.